Monica! After that he says stop. So where are the other two? I don't know. Нет, я не знаю, где они приземлились. Я надеюсь, что все в порядке. I think I see somebody here on the corner. Включи, пожалуйста, камеру. Отцепился? Очень хорошо. Ну что, пацаны, хотели скайдайва? В этом выпуске у нас его будет очень много, потому что мы в Кейптауне. Это наш ивент номер 2 в Южной Африке. Будут немножко другие локации, красивые дроп-зоны, невероятно сумасшедшие места. Да смотрите, классная погода, шикарное настроение и полчаса кайфа вам обеспечено. Ну что, добро пожаловать в выпуск про нашу вторую скайдайв-вылазку в Южной Африке. Если в первой версии этого мероприятия я вам рассказывал, что это такое и как это устроено, то сейчас же я постараюсь вам показать всю атмосферу и душу этого праздника жизни. Мы посетим, пожалуй, самые живописные дроп-зоны побережья и, разумеется, не обделим своим вниманием и другие туристические жемчужины этой колыбели человечества. Короче, как обычно, будет много красивых прыжков и счастливых людей. А также мы постараемся ответить себе на вопрос, а может ли это место в очередной раз удивит нас по-новому. В общем, приготовьтесь. Южная Африка, Кейптаун, Масл-Бэй, и мы начинаем. На этот раз немного отойдем от наших традиций и начнем выпуск не в Москве, а сразу на месте. Но не изменяя себе, по-прежнему стартуем в аэропорту. Как обычно, встречаем гостей, заправляемся кофем и едем в опочивальни. В это путешествие нам выпала честь водить вот такую, управляя мечтой, с пробегом всего 50 километров. Машина прям навехенькая. На ней же пришвартовались в Коллизиум Лакшери отель с ценником номера всего в 10 тысяч рублей за ночь. Короче, отличная гостишка в стиле африканского модерна. А что это такое, сейчас покажу. Так, друзья, ну и по традиции, конечно же, мы вам покажем обзор того места, где мы остановились. Ребят, Значит, у каждого номер, одинаковый, правильно я говорю? Да, одинаковый номер. Давайте покажем. Вот Дмитрий Юрьевич живет в 424, я живу в 422. Прошу. Вот такие аристократичные апарты. Но знаешь, что мне вот не нравится? Вот если честно, может быть, я зажрался, я вообще хотел просто переночевать здесь. Скажите мне, пожалуйста, вот зачем мне вот здесь вот ванна? Это такой дизайн или это как? А в целом, конечно же, грех жаловаться, потому что смотрите, как красивый дизайн, шикарный. Слушайте, ребят, мне кажется, Вячеславович немножечко придирается. Если бы ты хотел не просто переночевать, а принять ванну, смотри, как удобно, ванна прямо напротив Ну, спальни. мне кажется, здесь как-то вот ванна в спальне не очень. Особенно, ну ладно, хорошо, ванна, я могу и не пользоваться, но умывальник зачем вот здесь вот, ребят? Ну. Слушай, когда ты отдыхаешь с семьей, с детьми, конечно, это как-то неудобно. Но когда ты один, прикинь, братан, просыпаешься, блять, у тебя горячая ванна с розами. Здесь есть все-таки сортир. Можно отлично, спрятать? все, душ есть, претензии забираю обратно. Я просто думал, что одна только ванна здесь. Не, есть. ну Есть ты душ. что гонишь? Душ есть. Я ненавижу Давай мыться покажу. там, где только в ванной. Ты прикинь, подожди, можешь меня показать? Когда ты не имеешь душевой кабины, и ты утром, вот мне кажется, вот, ты вдумайся, блять, вот эту холодную ванну ты залазишь, включаешь вот эту воду, тут все вокруг брызгает. А здесь же душа даже нету. Вы мне скажите, как вот здесь вот? А, не, братан, это только ванна, без душа. Душ побежал мокрый туда, показывай, какой там душ. Так, ну душ, ну что? Ну, душ как душ. Душ как душ. Душ да. как душ, да. В общем, ребят, давайте сейчас я вам быстренько покажу, что у нас на улице находится. Райончик классный, очень современный, красиво. Вот как-то вот так вот. Наш кворум собирался кусками. Кто-то прилетел еще вчера, кто-то подтянулся утром, а кто-то днем. Но к вечеру мы уже все наконец собрались и двинули ужинать. Здесь-то по-человечески и познакомились с разговорами, вином, шутками и общими темами. Короче, было душевно и вкусно. Утро первого дня началось на удивление бодро. Чудом все проснулись вовремя, и никто не хотел тратить драгоценное полетное время на долгий завтрак. Было решено двигаться без остановок прямо на дроп-зону. Но как только мы закинули свои баулы в машину, нам позвонили с дропки и сказали, что погода сегодня нелетная. Для людей не в теме скажу, что подобные обломы в жизни скайдайвера не редкость и не удивление. В общем, к легальным собраниям было принято решение навестить пингвинов и прочую фауну побережья. Интересное наблюдение. Дорога туда напоминает трассу Сочи-Геленджик. Без шуток. По одну сторону Атлантика, как бескрайнее Черное море, а по другую скалы, которые стеной тянутся почти вдоль всей трассы. Спустя каких-то полчаса мы на месте. В общем, уже ожидаемое, что в 100-й раз я буду вам показывать пингвинов.
Андрюх, какой мы уже? 10-й раз к этим пингвинам приезжаем. Уже знаешь, пингвины, не пингвины даже. Будет в следующий раз поменять программу. А как поменяешь, когда каждая группа новых... Никак не поменяешь. Сейчас То есть, к пингвинам идем, потом идем на мыс Доброй Надежды, Потом потом поднимаемся на гору на эту. Короче, если Всё, мы не больше- сменим страну, то... Завязываем. Да, уже... Завязываем. С Кейптауном. Давайте, предлагайте новые страны, новые локации. Куда мы поедем в следующий раз? Признаюсь честно, что от этого места меня уже подташнивает. Но не показать вам и нашим друзьям эту красоту тоже не вариант. Из-за местного наплыва туристов большая часть пингвинов решила окопаться в кустах и загаситься в тенечке. Тем самым выгнав вот таких зверьков на любование публики. Такое случается редко, и сей факт уже является прям удачей. Короче, по всем канонам любителей няшных диких зверей представляю вам очередную нарезку пингвинов под не менее няшный музон. Наслаждайтесь. После прощания с местной фауной нас ждал мыс Доброй Надежды. По сути, мыс как мыс, но очевидным плюсом континента является тот факт, что перемещаясь между туристическими спотами, сам путь является, пожалуй, главной частью туризма. В любом случае, конкретно сюда со своей экспедицией мы отправились впервые. Так, ну что, пацаны, вот у нас рубрика «Посети туристические места». Вот мы сейчас вот так вот пойдем наверх, и там дальше будет маяк. Мы приехали сюда с нашими друзьями, поэтому не прийти сюда, это как вот посетить Москву и не сходить на Красную площадь, друзья. Жень, давай поделимся нашими впечатлениями. Охренительный здесь, мягкий климат, очень красивая природа, яркая, сочная растительность. В общем, ребят, хоть раз в жизни просто необходимо посетить Южную Африку. Просто бомба. Раз уж приехали, не поленились и подняться до самой высокой точки этой локации, дабы охватить весь пейзаж. Проведу любопытную аналогию, что местные страусы ходят здесь по улицам примерно на тех же правах, что и коровы в Индии. Ну или скажем, как у нас гуси бегают по деревне. Как бы то ни было, берем билеты, садимся в фуникулер и ждем отправления. Легким нажатием руки он активизирует двери, они закрываются. Он один, да, туда слезет? Два. Они друг друга тянут. Это специальная установка, которая тянет друг друга. Сверху спускается, под тяжестью этот поднимается. Офигеть, да ладно. И придумано это было все не вчера. О, реально, смотри. И они расходятся только здесь. Представляешь? Вот здесь веревочка. Четенько, чтобы мы сюда заходим, машем ручкой. Героически добравшись на чудо-подъемнике до точки высадки, мы, как и подобает туристам, принялись изучать местные красоты. Кстати, в моменте хотелось просто замереть, ведь окружающая природа и картинка раскрывалась нам по всем канонам непутевых заметок. По этим же канонам покажу локацию и вам. Ну, вы уже поняли, да, что у нас сегодня такой туристический выпуск, поэтому принимайте, ребят, вот это вот Атлантический океан, а вот это уже Индийский. Если кому-то эта информация вообще нужна. Что скажешь? Даже раз сегодня прыжки отбили, потому что, я здесь ни разу не был. Очень крутое место. Ты посмотри, это какая-то Нарния. Пацаны, что скажете? Ваши Всё первые отлично. впечатления? Не зря Прям поехали. восторг. Мы сегодня Восторг. увидели ту Ocean, только не друг зону, а два океана. А может вообще Да. прыгать не будем? Смотри, а? смотри. Посмотрим. Ты видишь? О, это маленький крокодильчик. Да их там много. Так, Юрий, давай прекращай. Охоте. За вас, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо огромное за вот вашу поддержку. Мы за вас выпьем вот это замечательный Как он называется? колокольчик. Колокольчик, точно. Я поднимаю тост за всех вас. Спасибо вам большое. Да что ж ты садишься ты на эти колючки? Больше не будем таких ивентов делать. Поэтому кто не успел, тот все, опоздал. Короче, следующий кэмп собираем без скайдайв систем просто.
На этой прекрасной ноте мы покидаем маяк, садимся в нашу колесницу и катим дальше. Ну а как можно уехать, не искупавшись в Атлантике? Поэтому мы подъехали к берегу, чтобы почувствовать этот океан на себе. А пока ребята наслаждаются волнами в ледяной воде, я достаю свой параплан, и начинается совсем другая история. Андрюх, давай его сложим и пойдем купаться. Пойдем купаться. А всегда, когда он немножко вверх поднимается, появляется какая-то надежда. Тебе кажется, вот сейчас я его зацеплю. Хорошо, что ты еще не разбираешься ни в чем. Слушай, я смотрел вас на ютубе, как летать на параплане. Хоть И что-то научился. хоть что-то запомнил. Передали информацию, сами ее забыли, передали младшему поколению. Естественно. Так. Сейчас вот в обратку Смотри. пошла. Что хочу сказать, значит, мы научились. В нашем выпуске вы, наверное, видели. Пацаны посмотрели, научились сами, мы это забыли. И теперь они с этими знаниями обратно нам их передают. Представляете, как бывает? Ну вот, человек научился по видео. Пожалуйста. Ребят, подписывайтесь на YouTube Андрей Год. Пошел. Давай его в океан. Видали, а? Вот так вот. Смотрите наши выпуски и учитесь. И у вас все получится, вы сможете самостоятельно полететь. Потом эти знания нам передадите. Да, когда потому что мы у нас- постарше будем. У нас они от выпуска к выпуску теряются. А памяти уже не хватает просто. По итогу я это просто так не оставил и решил, что сигануть все же надо. Молодая гвардия помогла мне вспомнить, как его запускать, и я тоже немного полетал. День выдался плотный, все устали и проголодались, так что быстренько складываем тряпку и едем на честно заработанный ужин. Но, как оказалось, приключения еще не закончились, ведь нас внезапно остановил местный патруль. Он валяется просто, смотри на дороге. Смотри, у него табличка open. Классно, ребята заполняют документы на дроп-зону прямо на ресепшене гостиницы. Вообще офигенно удобно. Следующее утро началось раньше, чем хотелось бы. Тем не менее, в предвкушении от предстоящих прыжков очень бодро мотивировало всех к оперативным сборам, и спустя каких-то полчаса мы уже подъехали к местной обители скайдайва. Ребят, утречка, дроп-зона Скайдайв. Skydive to Ocean. Наш борт ждет нас. Вон там на кулаче. Я, кстати, думал, что мы здесь будем одни, а народу нормально. Несмотря на то, что сегодня не воскресенье и даже не суббота. И это очень удивительно для Южной Африки. Мы что, идем оформляемся, уже все заряжены, и пойдем прыгать. Для тех, кто не в курсе, это та же самая дроп-зона, которая была у нас на первом кемпе. Кратко сориентирую по месту. Это большой ангар, центр всего происходящего. Здесь рождается весь экшен, наливается кофе, укладываются парашюты и записываются во взлеты. Все под одной крышей и никуда не нужно выходить. На территории полны-полно разной авиатехники, но конкретно нас сбрасывать будет старый добрый герой местных совхозов. Вот этот ангел. Самые зоркие подписчики, наверное, заметили, что от нашего флага и след простыл. Да, того самого, что мы щедро оставили в прошлый раз. Почему так вышло, я уже рассказал в своей тележке. Кстати, подписывайтесь, там есть на что посмотреть. Мы же тем временем сверяем документы, проходим инструктаж и готовимся ко взлету. Ну что ж, наш кемп стартует через 3, 2, 1. Блин, пацаны! Что-то рука-то у меня не прошла. Приходится раненым заходить на посадку. Возьмем пока. Надо делать перерыв. А больше никого не вижу. А, вон Димасик. Все. Опа! Короче, крылышки мои еще не поджили. Женька. Класс. Димасик. Шикарные видосы. Шикарные.
Наконец, первые прыжки состоялись, и несмотря на долгие и волнительные предвкушения, уверенность росла с каждым новым заходом. Хоть команда и была разношерстной, ведь у кого-то 100 прыжков, а у кого-то 1000, все нашли свой ритм и кайфовали на всю катушку. На борту мы могли уместиться всем кворумом, но предпочли небольшие группы – парами, тройками, четверками. Большие формации не собирали, и честно, так даже лучше. Каждый прыгал так, как ему было комфортней. А пока я вам это рассказывал, на взлетке материализовался непривычный для меня аппарат с противоречивым названием автожир. Этимология с французского такая: авто – сам, жиро – вращение. Принцип прост до безобразия. Пилот раскручивает ротор на земле, дает газ, аппарат мчится по взлетке и набегающим потоком раскручивает основные лопасти, тем самым отрывая агрегат от земли. Дальше ловкость рук и никакого мошенничества. Звучит интересно, выглядит опасно и даже абсурдно. После небольшого перерыва мы снова собрались во взлет заканчивать день финальными прыжками. Несмотря на то, что самих прыгов было не так уж много, ребята все устали и напрыгались вдоволь. Этот день прошел более чем удачно. Блин, все, пацаны, сегодня у меня отбой. На задниках! Отрабатывал посадку на задних свободниках. Короче, очень интересно, похоже на свуп. Наверное, свуп так и работает. Сильно турбулит, ветер меняется. Прям смотри, что происходит. Это ветер такой, потому что океан рядом. Дим, ну мы точно закончили, да, на сегодня? Я вижу, 100%. Спасибо большое. Мы сейчас все узнаем, может у них тут пиво есть на дропке. Наш третий день был запланирован уже на поездку в другую дроп-зону. Укладываем чемоданы, проверяем, ничего ли не забыли, и, наконец, стартуем. Дорога манит новыми впечатлениями, а впереди свежие приключения. И вот эти вот милые люди сейчас у нас конфискуют наш автомобиль. Как понимаете, нас тормознули местные шерифы. Расскажу интересный факт. С туристами они ведут себя превосходно. Оказалось, что у нашего извозчика в правах нет категории на прицеп, как, кстати, и на сам минивэн. Деваться было некуда, поэтому пришлось насильно их с нами дружить. Я, как и они, сам растерялся от наших способов наладки с ними контактов. Тем не менее, метод хоть и специфичный, но рабочий. В общих чертах пронесло, и мы им пообещали, что все документы приведем в порядок. В России бы не отпустили бы, представляете? У тебя нет категории, ты едешь вот с таким вот прицепом, тебе говорят: ладно, пацаны, езжайте. После 5 часов дороги до нашей новой гостишки мы были выжаты как лимоны, поэтому заселялись не глядя, скинули пожитки и только теперь пойдем разглядывать номера. Так, друзья, ну и по нашей традиции мы показываем вам обзорчик комнаты. Вообще, где мы живем. коллега. А давай к нему зайдем. Давай. В общем, смотрите, мы занимаем вообще весь этаж, весь 7-й этаж занимаем только мы. Я, к своему стыду, думал, что в Чите нет жизни. Ребят, подпишитесь на его телеграм, на его инстаграм и посмотрите, что они там творят. Предлагаю начать с вида. Вот такой вид имеет каждый участник нашего мероприятия. Смотрите, шикарный пляж. Что мы будем здесь делать? Приземляться. Мы хотим здесь приземлиться. Ребят, не факт, что это случится. Досмотрите выпуск до конца. Для нас это тоже пока загадка, но мы очень хотим приземлиться вот на сансете, вот здесь вот. В 2 словах. Ребят, а номер достаточно неплохой. Каждый живет один, есть дополнительная кровать. Если кого-нибудь приведешь, можешь уложить друга здесь. Вот, сам спишь вот здесь, вот с таким видом. Номера у всех одинаковые, поэтому по всем ходить не будем. Но, в общем-то, быстренько санузел показываем. Душ, ванна. Ребят, напишите в комментариях, кто-нибудь когда-нибудь вообще принимает ванну в отелях? Я не понимаю. Зачем их ставят? Душа достаточно. Смотри, какая красота. Ребят, мы сейчас идем в душ. Шикарно. Не вместе, но Вы-то меня не впутываем в это, да? потом мы идем на ужин прямо на берегу океана. Я так рад, что вы все вместе делаете по традиции это все вместе с нами. Спасибо вам за это большое. Утро следующего дня началось бодро. Новая дроп-зона, новые приключения. Ну как новая? Именно здесь давным-давно Дима немного поломал свою ногу. Да, это дроп-зона Muscle Bay. Здесь, ровно как и 3 года назад, мы будем прыгать вот с такой Цесны и с такого бичкрафта. Как обычно, без факапов не обошлось, и последний стоял на ремонте. Поэтому в нашем распоряжении оставалась только вот такая 4-местная классика. В общем, пока чинили бичкрафт, мы приземлялись на дроп-зоне. А после того, как все размялись, нам наконец
наконец-то разрешили высадку на пляж. Именно здесь для нас начинается самое интересное. На высоте ветер живет по своим правилам. Он меняет направление, закручивается и легко подкидывает. Стоит на мгновение потерять внимание, и тебя уже медленно уносит в сторону океана, где шутки заканчиваются. Поэтому перед стартом нам провели подробный брифинг и четко объяснили, как действовать правильно и каких ошибок нельзя допускать. Пока Бичкрафт готовили, пошла первая группа с Цесны. Ну а мы остались ждать нашего истребителя. Смотрите, наши все тут. Ребята, Да. флаги висят. Наши тут и пацаны наши все. Тут давай 5. Ребят, очень приятно. Наши флаги висят. ДСАФ, Россия. Смотри, Серый тоже здесь И рекламу повесил свою. Серега Назаров. Получается, наших флагов Серег. чересчур много. Серег, где снаряга? Кстати, да, мне уже скоро закончится. Напиши в личку. Так, план у нас такой. Мы сейчас берем огромный самолет, называется King Air. Вот, еще его называют Бичкрафт, и будем приземляться на бич. То есть перевожу. На пляж, понимаешь? Но я не говорю бич, потому что мне сказали, что местные слышат, это, там надо хер разберешься. А с произношением у нас, ну, так Да. себе. Надеюсь, вы нас слышите. Мы отправляемся вот в путешествие вот на таком вот аппарате. Ребят, в общем, все, мы погнали. Значит, Чита, с нами Чита. Напишите, кто еще с этого замечательного города. Байкал. Я стану вот здесь, Давай. вы ныряете туда. Я буду вот так. Все. Так, ну все, давайте. Увидимся в небе. Красота! Так, где отель? Вот он. Опа! Фу. А мы прыгали с King Air. Вау! Видели? Огонь! Это вам... У нас там такое было, блин. То одно, то другое. Но, в общем, все произошло хорошо, все штатно. Всем привет! Мы только что приземлились оттуда сюда. Вау, эмоции просто нереально. Дмитрий нас поснимал. Ой-я! Наталья, как вам приземление на... Этот прыжок занял у меня 5 лет подготовки в парашютном спорте, чтобы мы встали в кола. Тот план, который у нас был, он поменялся в небе. Наверное, пацаны забыли, о чем мы договаривались, но мы попробуем сейчас сделать это снова. Опа! Ну, повеселились знатно. Так, пацаны, ищем площадку приземления. А вот она, прям подо мной. Пока висим, наслаждаемся этой безумной красотой. Вы посмотрите, как здесь красиво, а? Охренеть. А вот это остров, вот этот вот. Вот, видите, вот. Остров морских котиков. Но туда мы приземляться не будем. Опа! Аккуратненько. Снимаем аккуратненько. Все. Пора подытожить этот вечер. Сегодня мы прошли золотую середину нашего кемпа, и для многих этот день стал настоящим открытием. В Масл-Бэй мы ехали осознанно ради возможности приземляться на побережье. И как мы и рассчитывали, у нас все получилось. Эмоции ребят от этой завораживающей картины словами не передать. Все счастливы и довольны. Этот вечер подарил нам тот самый драйв, который хочется сохранить. И забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что до самого конца кемпа он не только сохранился, но и приумножился.
Утро следующего дня началось со звонка с дроп-зоны, и нам сообщили, что на высоте дует слишком сильный ветер. Прыжки переносятся, и первая половина дня неожиданно оказалась свободной. Долго раздумывать мы не стали, позавтракали и спустились к воде. В холодную Атлантику многие уже ныряли и раньше, а вот теплый Индийский океан для большинства стал новым опытом. Кто-то просто плавал, кто-то пробовал себя в бодибординге, а кто-то уверенно ловил волны на серфе. Каждый нашел занятие по душе, и скучно в это утро не было никому. Во второй половине дня мы снова перемещаемся на дроп-зону. Не буду тянуть и расскажу сразу о нашем плане. У нас был флаг ВДВ, с которым мы собирались прыгнуть. Но просто вывалиться с ним из самолета без идей казалось слишком простым и бессмысленным занятием. Поэтому наш духовный лидер Наталья, как самый опытный человек в этой истории, собрала нашу разношерстную банду и взялась поставить нам действительно грамотный и продуманный прыжок. Мы ко всему готовы, мы идем во взлет, делать очень крутой прыжок с флагом ВДВ над Индийским океаном. У нас будет просто офигительная картинка. Слушай, офигенный прыжок. Просто падать на океаном кайф. Это что-то с чем-то. Класс. Класс вообще просто. Все прошло по плану, и прыжок удался. Флаг был успешно раскрыт над Индийским океаном. Ну а мы, довольные и счастливые, продолжали прыгать дальше. Эти 2 дня прошли у нас замечательно. Мы прыгали, прыгали и еще раз прыгали. И каждый раз приземлялись прямо на пляж. Это было невероятно. Но в последнем прыжке что-то пошло не так. Monica! After that he says stop. So where are the other two? I don't know. Дед, я не знаю, где они приземлились. Я надеюсь, что все в порядке. I think I see somebody here on the border. Выключи, пожалуйста, камеру. Отцепился? Очень страшно. Ну ладно, все обошлось. Рассказываю, как было. В нашем бичкрафте стоит светофор. Зеленый прыгай, красный стой. Ну а белый жди. И то ли наш пилот задумался, то ли электрика подвела, но загорелся зеленый свет, и первая группа пошла прыгать. А когда уже от пилота дошла устная команда «Стоп», наши десантники уже успели покинуть воздушное судно. Только спустя минуту пилот дал добро на прыжки, ну а Дмитрий Юрьевич, как организатор, в этот момент уже прокручивал в голове всевозможные последствия от этого факапа. Ну а что с ребятами? Если Женя просто приземлилась на пляж и пошла до нашей точки сбора, то Диман решил пойти по альтернативному маршруту. Короче, потеряли Женю, но я нашел парапланеристов. Они любезно согласились поискать ее с высоты. И пока ребята помогают искать пропажу, пропажа уже нашлась сама собой. Великолепная прогулка по берегу. Никак дальше пирса не могла попасть. Попала. Все Это отлично. еще хорошо, что Женька профессиональный скайдайвер, занимается этим очень давно, и у нее много-много тысяч прыжков. На самом деле я очень испугался, когда вы выпали, и мне сейчас стоп, мы закрываем дверь, поворачиваем, что происходит, ребята? Я когда тебя увидел, я так обрадовался, потому что, я говорю, там какая-то тряпка лежала разноцветная, и она была чем-то похожа на парашют, а какой-то хуйня, знаешь, она вокруг, а в середине пятачок. Как было залезть, непонятно. Жень, тебя все Наварила полные штаны кирпичей. Находка второго скайдайвера не заставила себя долго ждать. Слава богу, все живы, мы едем. Как говорится, напрыгались до зеленых соплей, но дабы не терять скоротечный и золотой африканский закат, было решено его встретить не самым стандартным образом, а именно легкой вертолетной экскурсией по саванне. В общем, на дроп-зоне нашли вертушку, подписали бумажки с расчетом на ламповый вечерок, но выяснилось, что наш пилот оказался таким же безбашенным, как и мы.
Мы просто так охренели, потому что помимо того, что мы подлетели к львам, и приземлились прям в метре от них, мы пугали дофига животных, но львы единственные, кто не боялся, кто хотел его атаковать. Там был такой каньон, очень крутой. Вот в нем, да, в этом каньоне не было шутка. Что это было? Вау. Ну что, давайте подведу итоги. Скажу честно, что не все пошло по плану. За нашу недолгую практику планирования подобных мероприятий мы просто приняли тот факт, что факапы случаются. И на коленке приходится переписывать все задуманное. Но это не самый главный вывод. Главная мысль такая. Вот уже второй раз я убеждаюсь, что какой бы стратегически организованный ахтунг ни происходил, выходит так, что самый определяющий в наших ивентах актив – это не локация, а его состав. Ну а то, что касается Африки, она как дикая заморская специя, только приправляет и без того веселую и душевную компанию. Помимо того, что было в выпуске, мы посещали еще и винодельню и столовую гору, так называемую визитную карточку Кейптауна. Кто-то из ребят решил задержаться в ЮАР и прыгнуть на банджи, кто-то решил замутить автопробег и спуститься с веревкой с той самой столовой горы. Не могу сказать точно, готовы ли мы еще раз взяться за такие головные заморочки с организацией, но тем не менее давайте так. Если у вас есть желание вписаться с нами в какой-нибудь подобный заморский трип, делитесь своими контактами по ссылке, которую я оставил в описании. Кто знает, возможно мы все вместе решим и куда-нибудь махнем в следующий раз. Крутой кэмп получился. Вот и подошел к концу наш кемп, и кто посмотрел, тот молодец. Ребят, позади океан, у нас получилось практически все. Подписывайтесь на тележку, туда выложим все, что не вошло в этот выпуск, и берегите себя. Еще, знаешь, что хочу сказать? Ой, красивая картинка, правда? Вонищий. Пиздец, он там на берегу лежат тюлени. Тут такой Несет. тухляк, я не могу. Все, валим отсюда, валим.